Всем привет! Сегодня постройка из моей любимой рубрики «Втисни как много больше персонажей в маленькую квартирку, в маленькое пространство, в дом или в любое другое, в общем, помещение». Так вот, сегодня я намеревалась построить такую маленькую густонаселенную квартиру, где бы располагалось целых 8 персонажей, но на самом деле, пока вот я там планировала, все расчерчивала стенами, я поняла, что не такая уж маленькая квартирка это получилось. Вполне себе комфортная, на самом деле. Я не знаю, как так получилось. В общем, я взяла такую стандартную квартиру в Evergreen Harbor, прямоугольную, с, кстати, большим достаточно количеством окон, хотя все остальные квартиры у них такие, скупые на окна, но здесь я все-таки руководствовалась тем, что в каждой спальне должно быть хотя бы одно окно. В итоге кухня и такой импровизированный холл-зал получился без окон, но, в принципе, здесь это не самое критичное, потому что, мне кажется, все-таки для спальни это более критично, если там нету окна. Это более печально. Так вот, я думала, что тут все будут друг у друга на голове, и как-то все это так будет скучно. На самом деле, как-то, не знаю, то ли мой навык прокачался, то ли квартира не такая уж маленькая. В общем, получилось очень даже просторно, я бы сказала. То есть и 4 спальни, и достаточно такая кухня, зала, гостиная, все вместе. Есть и обеденный стол, есть и достаточно большая кухонная часть. Плюс я как бы ставила себе задачей, что я хочу, чтобы обязательно было 2 ванных комнаты, хотя бы, чтобы одна была с душем, но одна, чтобы с ванной, потому что изначально как бы эта квартира для большого количества людей, понятное дело, 8 персонажей, но вроде как для 2 пар, для 4 взрослых людей и 4 детей. Может быть, это брат с сестрой привели свои семьи в одну квартиру, они вот так решили разместиться, и у каждого из них по 2 ребенка. Поэтому как бы тут есть спальное место для каждого персонажа. То есть здесь 2 спальни с 2спальными кроватями, то есть как бы для супружеских пар, так сказать, и 2 детских. Одна детская для более старших детей, из таких подростков или школьников, и одна спальня для тоддлеров. И как-то так получилось, в общем, и то для девочек. Не знаю, может, у них тут женское царство, может быть, и нет. С зала или отдыхательная часть получилась, конечно, скупенькая. Очень пригодился вот этот телевизор из Tiny Living, хотя я его не очень люблю, потому что считаю его абсолютно бесполезным. То есть, если играть с этой, в смысле, в живом режиме, играть в этой квартире, мне кажется, он абсолютно бесполезен, потому что этот телевизор и все встроенные телевизоры вот этой серии, они все очень медленно повышают досуг, потому что у них там, по-моему, 2 всего. И мне очень странно это. То есть он достаточно дорогой, этот телевизор, он плохо повышает досуг, и как бы я все время, если играю, то отдаю предпочтение другим телевизорам. Есть, которые тоже можно повесить на стену, и будет практически то же самое. Он сочетает в себе полку и еще эту, музыку, можно с него слушать, но все равно. В общем, какая-то абсолютно бесполезная покупка, но иногда я их ставлю, когда они по стилю подходят. Вот здесь как раз была та самая история, что негде было книжный шкаф поставить, и как бы я повесила этот телевизор. Но все равно, как-то, не знаю, мне кажется, это какой-то непродуманный момент с Tiny Living. То есть вся остальная мебель тоже какая-то не особо tiny, кроме этих комодиков, шкафчиков. Они так более-менее такие маленькие, а все остальное, так. Хотя очень красиво, очень стильно, очень красиво, мне это больше нравится. Так вот, вот эта зона кухонная, отдыхательная, она без окон, но все спальни, все 4 спальни, они все с окнами. И плюс-минус я как бы постаралась, чтобы у каждого было спальное место и чтобы был обязательно шкаф. То есть такой максимум-минимум комнаты. Там, где школьники у нас, я все-таки поставила какое-то рабочее место. То есть все-таки предполагалось, что здесь кто-то будет делать домашку. Конечно, по-хорошему нужно было бы вместить еще одно рабочее место.
по-честному. И, в принципе, можно было бы еще покрутиться, но что-то я решила, что, и так сойдет. Учитывая то, что симы вообще не особо любят делать домашнюю работу за вот такими столами, они в основном всегда все сидят на кухне, поэтому на кухне у меня большой такой стол полноценный. Я, конечно, любитель круглых столов, но здесь я все-таки сдержала себя в руках и поставила обычный стол. Вот. Но зато я люблю вот эти стульчики, которые с подушечками, типа привязанными подушечками. Мне всегда казалось это очень мило, трогательно и как-то очень по-домашнему, можно так сказать. Я еще, кстати, пыталась впихнуть что-то из интересов для детей, но в итоге ограничилась клубками с нитками и гитарой, потому что, на самом деле хотелось, чтобы кто-то рисовал в этой квартире, но как-то не срослось. На самом деле я уже думала о том, что я вроде бы так много строю, но очень редко индивидуализирую настолько, что продумываю какие-то увлечения моих персонажей, которые, я предполагаю, здесь будут жить. И это такая ошибка, упущение очень серьезное, потому что когда Сим селится в квартиру, все равно он прокачивает какие-то определенные навыки. И очень часто я, кстати, сама сталкиваюсь с тем, что там, например, ему нужна логика, а мне уже некуда эту, например, шахматную доску втискивать, и это большой промах. Или тот же самый мольберт, ему тоже нужно место, и это такое мое персональное упущение, которое я впоследствии надеюсь все-таки устранить. Не знаю, может быть, я построю еще одну квартиру общежития или со студентами, где у каждого будет свой какой-то интерес, навык или что-то такое, чтобы все вместить. Но на самом деле мне еще до сих пор хочется построить совсем микроскопический домик для 8 персонажей, попробовать это все все-таки втиснуть, а не вот так вот вальяжно, как мне кажется, чувствовать, потому что много места получилось, все нормально вместилось. Да, какие-то, если нужны будут дополнения, увлечения, то сложновато, но все необходимое для жизни даже с избытком есть. Все вместилось, все поместилось, и я не особо даже старалась как-то все уместить, продумала там до миллиметра, потому что даже спокойно 2 ванны поместилось. Да, 1 ванная с душем, которая из студенческой жизни, да, он дает больше пространства, потому что его можно уместить в 4 клетки и вместе с унитазом. Это, конечно, большое достижение, но все равно много места получилось. В общем, как-то, мне кажется, даже нечестно получилось с моей стороны. Я даже себя немножко ограничивала в цветах, но так получилось, что когда выбираешь, в общем, светлое дерево, оно тебе практически все выдает. Никаких у тебя ограничений, но с другой стороны, все предметы раскладываются по цветам, что очень удобно, можно сразу просматривать. Я опять-таки нашла парочку расцветок, которые я не видела, и всякое такое. Я, собственно говоря, для лучшего исследования это сделала, ограничила себя в цветах, но такое. Ради эксперимент ради эксперимента был интересен, я попробовала, мне понравилось. Поэтому, надеюсь, вам тоже понравится. Скоро выпущу еще один маленький домик для 8 персонажей. Я вообще люблю строить для 8 персонажей. Мне кажется, это весело и интересно. Надеюсь, вам тоже. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.